Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я предлагаю вам связать эту модель. Это жакет, который заинтересует прежде всего мастериц, ценящих в вязании классику, простоту и лаконичность. Ничего лишнего. Довольно простой узор, вяжется ненапряжно. Красивый классический жакет будет вязаться из полухлопковой недорогой пряжи турецкого производства. И я считаю, что идеально подходит для весенне-летнего периода. Очень красивая цельновязанная планка. Все в меру, все красиво смотрится. Все как-то, знаете, эстетично, приятно и просто. Так, и давайте полистаем с вами эту моделечку. Так вот у нас еще такие вот фотографии. Нашла я эту модель в интернет-магазине с иностранного сайта. И, в общем-то, это машинная вязка, а мы будем вязать руками, ничем не хуже. Вы сегодня образец посмотрите и поймете, что все так и есть. Смотрите, у нас вот такая вот прелесть в белом цвете, возможно. Вот, возможно, сейчас еще покажу в таком нежно-салатовом. Ну, это вот девушка наша в разных позах красивая. Можно даже приблизить, если хотите. Давайте приблизим модельку. Узор рассмотрите. Схему я нарисовала. Схема тоже простая. Вяжется просто по логике. Обычная резинка 1 на 1, как видите. Да? Вот здесь очень видно хорошо раппорт узора. Так что никаких проблем. Будем составлять сегодня с вами описание на вот планочка, как сделано, да, цельновязано видно. И затем по вырезу горловины дополнительно в процессе сборки также используется планочка. Мы будем составлять сегодня размеры с 42 по 52 описание. Инструкция под видео будет выложена. Вот по спинке можно очень хорошо разглядеть, как это все выглядит. Ну, классика, да, рукав с окатом. В общем-то, резинка нижняя, все детали вяжутся раздельно, и потом все сшивается. Очень легко вязать. Так, и вот такой вот нежный салатовый цвет у нас с вами используется. Здесь вот тоже можно приблизить, рассмотреть узор, в принципе. Вот. Хороший летний вариант жакета. Вот показывается нам здесь, как рукав вывязывается, классический окат. Ну и опять спинка. Так, ну и все. Давайте сейчас с вами приступим к вязанию. Нет, давайте вначале посмотрим выбор пряжи. Будет вам на выбор предлагаться несколько вариантов, мои дорогие, я подобрала для вас. Думаю, что это очень приемлемо для тех, кто, возможно, заинтересуется другой пряжей. Несколько вариантов стала в последнее время предлагать. В общем-то, пряжа альтернативная и подходящая по плотности, чтобы вы попали в плотность вязания. Приступаем к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого красивого жакета я выбрала пряжу турецкого производства, полухлопковую, Этрофил, Пумуклу Бэби. По итальянской лицензии изготовлена данная пряжа. И у нас с вами давайте посмотрим, что здесь в описании написано. Ага, вот описание. 100 грамм 260 метров. И у нас с вами 65% хлопок и 45% акрил. Вот такой шикарный вариант пряжи. Я вам предлагаю прекрасная скруточка ниточки, очень тугая, знаете,
очень нравится. 3,5 спицы используем. Вот так выглядит наше с вами вязаное полотно. Приближаю. Смотрите, вяжется узор очень легко, совершенно легко, девочки. Здесь все очень логично. Вы видите, что основной элемент, который мы будем вязать, это лицевая изнаночное сочетание. То есть обычная резиночка у нас получается 1 на 1. И вот такие вот красивые вырисовываются треугольнички. Узор очень логичный, очень легко, в общем-то, его вязать даже без схемы. То есть я его вязала, не напрягаясь, вообще даже в схему не заглядывая. Вот первый ряд начала, и потом пошло. В общем, очень интересный, заманчивый узор, девочки. Если вы любите вот такие строгие геометрические фигуры и легкое вязание, то я вам предлагаю обратить внимание на данный узор и связать себе такой жакетик. Так, как альтернативу, давайте покажу. Как всегда, показываю вам пряжу. Просто идеально впишется вот эта пряжа по плотности. Она даже более такая, знаете, блестит, больше похожа на вискозу. Alize Cotton Baby Soft, видите, да, толщина будет идеальная, плотность идеально совпадает. В метраже тоже она совпадает. По составу 50% хлопок, 50% акрил. И то, что она нежная и, в общем-то, даже говорить не стоит. В 100 грамм 270 метров. Шикарная пряжа. Очень рекомендую. Если эту пряжу не найдете, можете ее идеально заменить вот этой пряжей. Alize Cotton Baby. Дальше. Пряжа, которая мне тоже нравится. Я вообще-то изначально из нее хотела вязать образец. Это пряжа Газал Baby Cotton. 50 грамм 165 метров. Пряжа нежная, тонкая. Ну, в смысле, такой же толщины, как все эти. Тоже имеет такой некоторый блеск, похожий на вискозу. Тоже турецкого производства. Цвета разные. 60% катон, 40% акрил. Ну, то, что она мягкая, это даже говорить я не буду. В общем, это само собой разумеешься. Идеально тоже попадете в плотность, девочки. Вот со всеми вариантами пряжи можно попасть в плотность, которую я рекомендую. Следующая пряжа. Пряжа фирмы турецкой тоже Yarn Art Baby Cotton. Хорошая тоже пряжа. 50% у нас хлопок, 50% акрил, да. Тоже попадете в плотность. Тоже как вариант очень рекомендую. И она у нас с вами... Так, а где же метраж? Ну вот, 50 грамм, 165 метров. Запуталась я. В общем, хорошая тоже пряжа и очень хорошо будет смотреться в вязаном полотне. Тоже полухлопковая. Ну и самый-самый-самый простой и дешевый вариант — это пряжа Alize Cotton Gold. Тоже попадете в плотность. 100 грамм 330 метров, самая экономичная расход у нас, да. И тоже, в общем-то, пряжа прекрасно будет подходить для весенне-летнего периода, для вот этого красивого жакета. И все же самый лучший выбор я вам предлагаю вот эту пряжу Этрофил. Ну, какая-то она вот для жакета очень подходящий вариант. Она какая-то такая тугая и упругая получается, знаете. То есть, если вот эти варианты все подходят для тонких кофточек, да, таких летних, то вот этот вариант мне очень нравится, как подходит вот он именно для жакета. Такой, знаете, полуверхней одежды, я бы так сказала, да, то есть поверх маечки там в летний период одевать и так далее. То есть вот такой вариант мне очень подходит, это пряжа. Это мое личное мнение. Возможно, если вы можете его, конечно, изменить, в свою очередь, у каждого свои есть, у каждой мастерицы свои любимые варианты пряжи, поэтому это только рекомендация моя.
Так, ну а сейчас давайте посмотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 24 петли ширина и 20 рядов высота раппорта. Раппорт вот черточками отмечен отсюда до сюда, да? Так, ну условное обозначение. Вертикальная черта – это лицевая петля, горизонтальная черта – это изнаночная петля, кружок, накид, треугольник вот этот равнобедренный, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И здесь я нарисовала вот эти треугольники прямоугольной зеленой пастой. Это у нас с вами так начинается раппорт. То есть не с 3 лицевых, не 3 вместе, а 2 вместе лицевой вяжется. И заканчивается последний раппорт, не 3 вместе лицевой вяжется, а 2 вместе одной лицевой вяжется. Понятно? А когда вы центральные чередуете раппорты, то там по 3 вместе лицевой. Мы с вами свяжем этот узор, и вы поймете, о чем речь. Мы порядно будем вязать, так что не переживайте, мои дорогие. Так, у нас с вами вот такая будет сегодня выкройка участвовать. Я здесь не все размеры поставила. У нас размеры всегда в расчетной части. Я рисую, мне так проще, мне так легче объяснять. Вот такая универсальная классическая выкройка. Здесь все детали вяжутся раздельно и затем в процессе сшиваются. Вы можете конструктивно связать, например, с использованием круговых спиц, да, то есть единым полотном вот до пройм вязать. Такой вариант тоже приемлем, пожалуйста, это ваше право. И вот такое описание я составляю, выкладываю его под видео. Это инструкция по вязанию. И мы с вами рассматриваем сегодня, значит, размеры 42-46. Вот такой у нас объединенный один размер. И второй объединенный также 48-52. Вот такая вот у меня будет особенность сегодняшнего видеопроекта. Все это вы прочитаете внимательным образом. Здесь вся инструкция последовательности ваших действий выложена. И, в общем-то, вносите туда свои корректировки, конечно же, девочки, потому что у нас с вами и рост, и желания разные, да. Это просто вам для облегчения как бы вязания. А корректировки обязательно вносите и в длину изделий, и в длину рукава. В общем-то, вот так. Как располагать узоры, сегодня все я вам расскажу на тот или иной размер. Все смотрите, схематично рисую. А сейчас приступаем к вязанию образца. Для вязания образца, девочки, я набрала 51 петлю. У меня 2 раппорта здесь по 24 петли раппорт. Плюс у меня 1 петля для симметрии, крайне левая, и 2 кромочные добавляются. Вяжем с вами первый раппорт. И смотрите, я буду, наверное, показывать не 2 раппорта, да, а на примере первого раппорта, а второй вы будете уже вязать самостоятельно. Здесь схема настолько логичная, что я не думаю, что у вас будут какие-то сложности. Я, честно сказать, начала вязать. Первый ряд я только связала по схеме, а потом я вязала по логике. То есть это вот такой вот узор. Он очень простой. Смотрите, первую кромочную мы снимаем, да, и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это вяжется, так начинается крайний раппорт. Он будет также заканчиваться. Вот на схеме нарисовано 3 вместе одной лицевой. Мы вяжем первый раппорт 2 вместе одной лицевой. Понимаете? Вот. А все серединные вот эти раппорты, которые друг с другом в середине будут соединяться, вот здесь как раз 3 вместе одной лицевой. Но мы сейчас дойдем, вы поймете. Итак, связали 2 вместе одной лицевой с наклоном влево. Затем вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Должно 9 раз так связаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, опять 8 лицевая, 9 изнаночная. Затем мы делаем накид, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, накид,
И так же продолжаем 9 петель. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Мы связали с вами раппорт узора полностью 24 петли и начинаем вязать второй раппорт. И я, как уже пояснила, если у нас раппорты в середине идут, то вяжется 3 вместе одной лицевой. Мы вяжем 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Я это делаю следующим образом. Я снимаю первые 2 петли и меняю их местами. Первая за работой, вторая у меня поверх первой накидывается. Все, поменяла я их вот так. И 3 вместе одной лицевой провязываю. Все. За заднюю стеночку я вяжу бабушкиным способом. И далее пошел второй раппорт. Продолжаем его, вернее. 3 вместе, да, и далее опять. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Должно быть 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять лицевая, изнаночная. Теперь 9 стало. И вяжем накид. Лицевая, изнаночная, лицевая, снова накид. И далее продолжаем 9 петель. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали с вами второй раппорт. И для симметрии, помните, я добавляла 2 петли, да? И мы будем сейчас с вами вязать 2 вместе, вернее, одну петлю, 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Вяжем 2 вместе одной лицевой. Все, кромочная, изнаночная. Вот таким образом у нас формируется с вами 2 раппорта. То есть вы поняли, как вязать серединный раппорт, вы поняли, как мы закрываем, замыкаем, да, 2 раппорта крайних. То есть там не 3 вместе, а 2 вместе все время будет вязаться лицевой. Далее переворачиваем четные ряды, 2, 4, 6 и так далее. Мы вяжем, как смотрят петли. Накиды, чтобы не путаться, я всегда буду вязать изнаночными. Все. Самостоятельно вяжем, как смотрят петли. 3-й ряд вяжем. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем узор. Первый раппорт. Значит, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и вяжем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали. Первый раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Начинаем мы точно так же, только 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 1, 2 петельки я поменяю местами. Видите, да? Вторая у меня поверх первой оказалась. И все 3 вместе провяжу одной лицевой. И далее повторяю лицевая, изнаночная, то есть то же самое, что мы сейчас тут делали. Самостоятельно вяжем второй раппорт. Четный ряд вяжем изнаночный, как смотрят петли, и встречаемся с вами в 5-м ряду. 5-й ряд вяжем. Кромочная снимаем. 2 вместе лицевой с наклоном влево начинаем первый раппорт. Далее вяжем раппорт изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Делаем накид и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая,
изнаночная. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт, который у нас является, два раппорта стыкуются. И когда они стыкуются, мы вяжем не 2 вместе, а 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И далее повторяем опять изнаночная, лицевая, то есть то же самое, что мы сейчас делали здесь. Самостоятельно 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд. Раппорт вяжем. Первый раппорт 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накид. И далее опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Все. Раппорт у нас связан, и начинается второй раппорт. Мы его вяжем как 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, так мы начинаем его. И далее продолжаем вязать. Лицевая, изнаночная, ну то есть то же самое, что только что вязали здесь. Самостоятельно вяжем до конца ряда. И 8-й ряд у нас как смотрят петли. 9-й ряд вяжем. Кромочная. Начинаем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид. И далее логично продолжаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Делаем накид. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, раппорт связан. И второй раппорт начинаем 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И продолжаем раппорт изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. То есть то же самое, что мы только что делали в первом раппорте. Самостоятельно довязываем. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 11-й ряд. Будем вязать его следующим образом. Кромочную сняли, 2 вместе одной лицевой с наклоном влево. И далее вяжем по логике. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и продолжаем по логике. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и продолжаем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Раппорт связан, девочки. И второй раппорт начинается у нас с 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Вяжем 3 вместе и далее продолжаем то же самое, что здесь. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид и так далее самостоятельно. 12-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 13-й ряд. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее у нас логика включается. Да? Вот на нас смотрит изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем у нас делается накид. И здесь мы продолжаем резинку. Лицевая, изнаночная, 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 лицевая. Делаем накид, изнаночная, лицевая, изнаночная. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем
3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И дальше продолжаем. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и вяжем. В общем, все то же самое повторяем, как с первым раппортом. Вяжем по логике, очень легкий узор. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Так, девочки, 15 ряд нашего узора. Следующим образом вяжется кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее вяжем лицевая, изнаночная. И сразу идет накид. Затем по логике у нас идет изнаночная, лицевая, 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 изнаночная, накид, изнаночная, лицевая. Раппорт связан. И второй раппорт начинается 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И продолжается по логике лицевая, изнаночная, накид. И далее вяжем изнаночная, лицевая, то есть то же самое, что мы с вами только что вязали. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд вяжем кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, делаем накид. И далее логика идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть мы вяжем, девочки, с вами, даже больше не хочу перечислять, резинку 1 на 1. Над изнаночными, изнаночными, над лицевыми вяжем лицевые. Довязываем мы с вами до накида. То есть лицевая, делаем накид, изнаночная, и на этом раппорт заканчивается. И начинается второй раппорт с того, что мы 3 вместе вяжем одной лицевой с выделением центральной петли. И далее у нас идет изнаночная, накид, и далее опять изнаночная, и далее идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все идет у нас дальше по логике самостоятельно. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами 19 ряд. Вяжем первый раппорт. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и делаем сразу накид. А дальше у нас идет логичное вязание. Первая идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы вяжем с вами резинку. Мы вяжем, как смотрят петли с вами. Вот такой вот легкий узор, совсем легкий. Везде у нас идет резинка. Сочетание изнаночной, лицевые. Вот подошли к накиду, да, связали изнаночную, сделали накид, и на этом раппорт заканчивается, девочки. И начинается второй раппорт. 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. И снова идет сразу накид. Накид, изнаночная, и опять пошла у нас простая резинка. Вяжем эту резинку. Давайте этот ряд, последний у нас лицевой ряд в раппорте. Сейчас еще будет 20 ряд четный, который мы вяжем, как смотрят петли. И далее у нас начинается с вами с первого ряда. Итак, подходим с вами к концу. Да, у нас идет изнаночная, накид. И далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Все, кромочная, изнаночная. Связали мы с вами полностью наш узор. 20 ряд, как я уже сказала, вяжем, как смотрят петли. И все. На этом раппорт с первого ряда повтор идет. Сейчас наша задача эту красоту во влажной тепловой обработкой обработать и измерить плотность вязания. Как видите, резинка есть резинка, она тянется довольно, да, сильно. Поэтому нам надо с вами все сейчас предусмотреть. Так, девочки, у нас с вами влажная тепловая обработка, горячий пар. Обдаем
наш образец. Давайте его потянем по вертикали во влажном состоянии. Он очень податливый. По горизонтали тоже в пределах разумного все делаем. Сильно не перетягиваем нигде, ни по вертикали, ни по горизонтали. Дело в том, что полотно после стирки, оно очень умное, оно станет таким, каким ему будет нужно. Вот и все. Оставляем. Оставляем сохнуть наш образец. Все, что можно, мы сделали. Итак, мои дорогие, наш образец с вами высох. И давайте измерим плотность. Итак, укладываем наш образец вот так свободно. Берем линеечку и измеряем ширину связанного полотна. Итак, в моем случае это ровно 20 сантиметров. 20 сантиметров. У нас участвовала 51 петля, 51 надо разделить на 20 сантиметров, и получится плотность 2,55. Эту цифру надо обязательно записать. Теперь по вертикали. Берем также, у нас неровный, видите, волнистый край, будем среднюю длину вычислять. Прикладываем линейку 16 в длинной части у меня получилось сантиметров и 15 в короткой части. Берем 15,5, так, и сколько рядов. Очень легко по рапортам посчитать. Первый рапорт был 20, второй у меня 19. Получается 20 плюс 19 это будет 39 рядов, и мы разделим с вами на 15,5 сантиметров. Получается 2,5. Это плотность получилась вертикали. И запишем в одном сантиметре 2,5 ряда. Теперь с этими двумя цифрами будем делать расчеты. Это очень важные моменты, которые основополагающие в расчетах. Итак, мои дорогие, сейчас я хочу вам рассказать, как мы будем с вами делать расчет по этой выкройке. Хочу своими, так сказать, знаниями немножко поделиться и своими рассуждениями, да, как бы я вязала эту модель. Вот такую выкройку я планирую в своем расчете использовать. Выкройка классическая, с проймой, да, с рукав сакатом. Все детали вяжутся раздельно, снизу вверх вяжется. И начинаем с того, что мы определяем по спинке, сколько петель набирать. Значит, ширину спинки для размера 42-46, вот такой большой обхват размеров я беру. Ширина у нас будет 48,5 сантиметров, длина изделия 58,5, 58 сантиметров. То есть это не длинный жакет. И мы будем с вами умножать ширину на нашу плотность, которую только что определили. В одном сантиметре 2,55. Так. И у меня получилось, девочки, 123 петли. Распределяем узоры следующим образом. У нас с вами раппорт узора составляет 24 петли, раппорт по схеме, плюс у нас с вами идет одна петля для симметрии крайне левая, ну и соответственно 2 кромочные с двух сторон. Поэтому 5 раппортов у меня по 24 петли уместилось. Одна лицевая, крайне левая для симметрии и кромочные 2. И это в сумме 123 петли. Для второго размера ширину мы будем брать с вами 57,5 сантиметров. Обхват получается размерных российских 48-52. Такой большой охват. Ну, такая же длина 58, и в петельном эквиваленте умножить это число на плотность 2,55,
и получим 147 петель. И это получается 6 раппортов по 24 петли, 1 кромочная, 2 кромочные и 1 петля для симметрии. И выглядит это так же, то есть не вместо 5, 6 раппортов подряд вы вяжете, одну заканчиваете одной лицевой для симметрии и кромочной. Вязать, как вязали в образце, заканчивается последний раппорт именно вот так, как в образце вязали. Так, с этим мы разобрались. Теперь давайте посмотрим далее. Вот мы с вами связали планку, да, затем распределили узоры, связали узором до высоты 28 сантиметров, и далее формируется пройма. Ну, там до второго размера 26 сантиметров. Хотя вот эта вот величина, длина изделия, она очень индивидуальная. Пожалуйста, под себя откорректируйте, поскольку рост у нас разный у всех. Так, пройма у меня высоту я беру на первый размер 20 сантиметров, ширину, то есть, да. И следующая величина для второго размера 22 сантиметра, высота проймы. И глубина проймы у меня будет 5 сантиметров на первый размер. Получилось 12 петель. Также я 5 умножил на плотность по горизонтали. Получилось 12. Второй размер я сделала 13 петель. Поглубже. Так, и на вырез горловины по спинке я, значит, беру первый размер 20 сантиметров ширину выреза. Второй размер увеличиваю на сантиметр, то есть 21. И в петельном эквиваленте у меня получается 51, 51 петля и 53 петли. То есть я также умножала ширину на плотность по горизонтали. И все, что осталось, когда мы вычли петли проймы, петли выреза горловины, это петли плеч. 24, 34, в зависимости от размера. Так, все с этим понятно, да? Так, далее давайте с вами. Вот это вот высота формирования, значит, проймы, выреза горловины по спинке. Все есть в описании под видео, в виде текста, инструкция составлена, и там я на этом заостряю внимание, девочки, на какой высоте. Изменяйте ее под свои мерки, обязательно переводите все эти мерки в ряды с помощью вертикальной плотности. Это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие чрезмерно не вытянулось и не стало более длинной, чем вы планировали. Это важный момент, не игнорируйте его. Когда вяжете свое полотно, обязательно считайте ряды, но не надо ничего измерять сантиметром, потому что это неправильно. После стирки, еще раз подчеркну, все ваши сантиметры рухнут, и будет не то, что вы хотели. А вот если вы примените вертикальную плотность, то есть это своеобразный коэффициент плотности, да, то у вас все получится более-менее с большой точностью. Бывает погрешность в 1 сантиметр, там, в 2, но это не большая такая, но это не 10 сантиметров растяжения, согласитесь. Так, теперь переходим к полочкам. Значит, нарисовала я полочки, девочки. Начинается также с нижней планки у нас резинка 1 на 1. И далее идет, смотрите, что. Далее у нас идет с вами формирование цельновязной планки. Я сейчас буду говорить про правую полочку, мне так удобнее. Значит, у вас цельновязную планку я планирую 7 петель выделить для нее. Она вяжется платочной вязкой. И схематично хотела бы я изобразить расположение узоров после вот этой вот резинки, да, нижней планки, когда вы выходите уже на узор. Как распределяем петли. Смотрите, правая полочка. Начинаете с кромочной. 7 петель платочной вязки для планки вяжете. Затем у вас идут узоры. 2 раппорта подряд по 24 петли. И последний раппорт у вас будет 12 петель первых. То есть я вот здесь даже
такую зазубрину поставила. Вот 12 петель у вас идут вот до сюда. То есть раппорт не полный, а всего первых 12 петель по раппорту идут. И все это замыкается кромочной. В сумме составило 69 петель. Так и будете вязать для первого размера. Для второго размера начинаете с кромочной, 7 петель планки. И у нас четко умещается 3 раппорта по 24 петли. Одна петля для симметрии крайне левая и кромочная. То есть вот таким образом располагаю, я рекомендую вам расположить для второго размера наши петли. 82 петли получится. Первоначально набираем. Такая еще особенность, девочки. Когда вы вяжете резинку, планируйте так, чтобы потом у вас плавно все, вы видели, что узор у нас составляет тоже резинку, да, чтобы у вас затем все плавненько перешло вот именно в резинку, да, то есть совпала резинка нижней планки с узором, то есть там, где были изнаночные, чтобы вот они так и шли, изнаночные. То есть тут требуется своеобразное мастерство проявить, да, то есть для новичков данный жакет я не рекомендую, можно не справиться. А для девушек наших мастериц, которые уже средний уровень мастерства умеют, то есть не первый жакет вяжут, да, то есть вы можете это все вполне предусмотреть. Далее. Что касается, как вязать тут пройму, вырез горловины, все рассказываю я в своей инструкции под видео. Высота по полочке у меня будет предусмотрена выреза горловины 10 сантиметров. Вот. Предусматривайте, девочки, сразу пуговицы в цельновязной планке, вот эти вот отверстия. То есть вам надо будет определиться, через какое расстояние вы их делать будете. Вот эти вот отверстия для пуговиц вообще можно, конечно, предусматривать заранее и закладывать в планке. А можно, есть способы, когда уже в связанном полотне эти дырочки формируются с помощью обычной иголочки. Аккуратненько обвязывается намеченная дырочка, аккуратно, и получается очень красивое, аккуратное такое небольшое отверстие для пуговицы. То есть я так делала, и это очень хорошо смотрится. Так легче просто. Потом уже, когда у вас полотно, все хорошо, в общем, ничего не рассчитывая, просто вот так вот визуально уже определяешь эти отверстия. Легко. Так, мои дорогие, значит, что далее? Далее рукав. Рукав, в высоту общую рукава беру 60 сантиметров. Тоже мерка очень индивидуальная. Под себя, пожалуйста, ее откорректируйте. Кто-то хочет длинный рукав, да, как сейчас стало модно. Кто-то хочет нормальный по размеру рукав, да, кто-то вообще 3/4, может быть, хочет. Поэтому мерка очень индивидуальная. Начинаем вязать рукав снизу, опять-таки с планки, да. Вот, на петлях у нас 51-55 петель в зависимости от размера. И также вяжете узором. Надо предусмотреть обязательно, сколько петель по скосу прибавляем. Сейчас я об этом более детально. Итак, смотрите, девочки, значит, как я уже сказала, планка 51-55 для второго размера набираю петель, да, и распределяем узоры после планки следующим образом. Два раппорта у нас по 24 петли, также одна петля для симметрии идет крайне левая, и 2 кромочные. И в сумме составит 51 петлю. Для второго размера надо предусмотреть по 2 петли с двух сторон. То есть добавляем 4 петли. И также они должны быть как резинка. То есть вы просто продолжаете вязать резинку. У вас сейчас будет формироваться скос. И все петли, которые вы будете прибавлять по скосу, необходимо будет в узор как бы добавлять, да. Можно просто резинку вязать, как бы тоже вот это можно и так сделать.
У меня получается, что самая широкая часть рукава я беру 19-21 сантиметр, то есть вот эта часть, да, рукава до оката. И в петельном эквиваленте это 97 петель и 107 петель. То есть я умножила на плотность по горизонтали и получила вот эти мерки. Ну, то есть здесь половинчатый размер показан на выкройке. Это 38, да, и 41 сантиметр ширина до оката. Так, высоту скоса у меня идет при моей длине 60 сантиметров длины рукава. Это 36 сантиметров от планки до оката. И я сразу перевела с помощью вертикальной плотности, умножила на 2,5, 36. Получилось 90 рядов. Теперь далее. На примере первого размера рассказываю, как считать скос. Поскольку у вас, возможно, будет другая длина рукава, и вы просто сделаете перерасчет для себя любимых. Да? Значит, смотрите. Берем с вами скос. Перевели в ряды, да, все, у нас уже известна длина скоса 90 рядов. Теперь берем самое большое число петель по ширине, это 97, и самое маленькое 51 по низу, да. Делаем вычитание. Получается 46, да, и 46 мы делим на 2, у нас 2 скоса, на каждый скос надо прибавить 23 петли. Теперь 90 мы должны разделить на 23, и получается целое число 4. То есть в каждом четвертом ряду у нас идут прибавки по скосу. И должно быть 23 прибавки этих. Прибавки делаются одновременно с двух сторон, и вот через эти равные расстояния, через 4 ряда. Дальше. Второй размер у меня получилось 26 петель по скосу прибавить и прибавки в каждом третьем ряду. Тоже так же считала. Все это описание вы увидите под видео. Я выкладываю в виде текста. Поэтому не пугайтесь, легко все это связать будет. Окат рукава, девочки, у нас высота 14 сантиметров. И, в общем-то, я рекомендую его вязать по выкройке в натуральную величину. Для таких не очень опытных мастериц это самый приемлемый вариант. Если вы с опытом, статья о том, как сделать теоретический расчет оката под видео, также ссылка на эту статью, читайте. Ну а если вы с опытом, вообще мои рекомендации вам не нужны, и в своих расчетах я не предусматриваю расчет оката. Это очень такой расчет в расчете сложно. Я, например, вяжу сейчас окаты уже как бы по наитию, да, то есть мы условно делим наш окат на 3 части и, в общем, вяжем, что у нас вот здесь идут прибавки, такие же, как убавки, то есть такие же, как здесь в пройме, да. Затем идет убавка в каждом втором ряду по одной петле какое-то количество раз. Затем идет по 2 петли уже в каждом втором ряду убавки. И вот здесь в самой пологой части мы уже по 3 петли убавку делаем. И завершается все, когда мы разом закрываем петель 15 приблизительно, 20 там, у кого как получится. Но это тоже зависит от пряжи, да, то есть крупная пряжа, там, средней толщины пряжи, тоже от этого зависит количество. Просто я вам вот так вот рассказала, кратко пояснила, как это обычно формируется. Мои дорогие, вся инструкция выложена под видео в виде текста, читайте. Вот такие вот я даю вам свои рекомендации в расчетах. Возможно, вы сделаете все как бы там, как вам удобнее. И я желаю вам связать эту красоту без проблем. До новых встреч!